Так, всем привет! Сегодня фильм корейский «Подсолнух», 2006 год, режиссер Кан Сок Бом. В главных ролях Ким Ри Вон, Ким Хе Сук и Хо И Дже. Ким Ри Вона я уже видела в одном фильме, произвел впечатление, и вот «Подсолнух». Сюжет. Молодой человек Тэщик возвращается в родное место, отсидев 10 лет за убийство. Родной семьи у него нет, и он приходит в дом женщины, которую называют тетей, которая держит забегаловку. В процессе выясняется, что Тэщик убил в драке, защищаясь, сына бандита этой самой женщины, которую все называют подсолнечницей, потому что раньше возле их дома росло поле с подсолнухами. На вопрос дочери, зачем она приняла с сыном убийцу своего родного сына, мать ответила: когда я пошла в тюрьму и спросила его об этом, он так горько плакал, что я подумала, мальчишка не злой, просто по молодости сделал ошибку. Я подумала, если бы Тэщик не убил его, то бандит, сын подсолнечницы, убил бы Тэщика. Все 10 лет она навещала его и наказывала ему не пить, не драться и не плакать. Устраивается на работу в автомастерскую, живет у подсолнечницы, все бы хорошо, но место приглянулось местному бандиту. А подсолнечница никак не хотела уезжать. Кроме того, она начинает угрожать главарю, шантажируя его обнародованием дневника сына, из которого следует, что конфликт между Тэщиком и ее сыном организовал этот главарь банды. Дочь попала в больницу, мать убили, инсценировав самоубийство. Тэщик мстит всем, убив всех бандитов, и в результате погибает сам. Вроде фильм о справедливой мести, да не совсем. Отсидел молодой парень, все понял, раскаялся, исправился, вернулся, чтобы просто жить, помогать женщине, которая простила его за убийство ее родного сына и ее дочки, но прошлое не отпустило его. Когда Тэщик получил первую зарплату, он купил матери туфельки. Она все приговаривала, как она оденет такие дорогие башмачки. После смерти матери, когда Тэщик плачет над ее телом, камера показывает эти самые новые туфли, которые она так ни разу и не обула. Эта сцена совсем вышибла меня из равновесия. Вроде такая незначительная деталь, а как она усиливает трагизм произошедшего. Так прозвучало, как будто за убийство сына и дочки. Слилось все как-то. Ну, я так понял, деньги ей предлагали. Какой смысл цепляться за место, если все вокруг уже согласились продать свои дома? Один в поле не воин. Уже давно бы уехал, и все было бы нормально. Вот не хотел он снова быть бандитом, убивать людей. Его били, а он даже не защищался. Но в своем последнем монологе он говорит: вам не нужно было это место. Вам нужно было все отнять, вытащить из меня все мое нутро. Не поубивал бы он их всех, рано или поздно они бы убили его. Вроде и дебилом не был, в тюрьме осилил математику, интегрирование и дифференцирование. Но школу не закончил, стал бандитом. Наверное, потому что нормальных родителей у него не было. А может, у него их вообще не было. Легко попасть на улицу в плохую компанию, а вот выйти из нее не каждому удается. А полиция созерцала и сетовала, когда же они все передохнут. Да, много раз показали, как полицейские сидят, наблюдают за совершением преступления и не вмешиваются. А потом они и вовсе решили посодействовать бандитам. Ну, может, не совсем решили, выбора, наверное, не было. А мне этот фильм напомнил фильм «Мой брат». Может, потому что мать играла все та же актриса Ким Хе Сук. Мать, улаживая проблемы, напивается соджу и поет песню, ну совсем как мы. И мы думаем, да, у них русская душа, а может и правда душа у всех одинаковая. Мне фильм напомнил «Некуда бежать» с Ван Даммом. Очень похож сюжет, конечно, не точь-в-точь, но весь фильм меня не оставлял ощущения, что я это уже видел. Наверное, поэтому он на меня в целом не произвел впечатления. Еще меня вырубила последняя сцена, где он всех мочит. Слишком их много было. Им всего-то надо было одновременно на него напасть, но они, конечно, в очередь выстроились. В фильмах часто используется такой прием, но здесь это выглядело совершенно нелепо. И еще я подумал, неужели ни у кого из этих бандитов нет пистолета? Хотя они там представлены чуть ли не как уличные хулиганы. У таких может и не быть. Ну, и один в поле воин. Просто тут же важно не сила, а дух. Просто он был, во-первых, за ним правое дело, он как бы мстил за мать и за сестру. Да не в духе дело, просто в других фильмах как-то пытаются обыграть это все красиво, а здесь прям видно было, что все стоят и ждут своей очереди. И как-то это очень глупо выглядело. Тяжело смотреть такие фильмы, но иначе заплывешь жиром, думая, какая замечательная эта штука жизнь. Ну да, сюжет такой, но я бы не назвал фильм тяжелым. Повторюсь, как-то не впечатлил. Посмотрел легко, может даже с интересом, но сразу же забыл. Запомнилась только актриса Хо И Дже, не столько лицом, сколько фигурой. В корейских фильмах героини зачастую чрезмерно тощие, из-за чего создают какое-то
инопланетное ощущение. А это смотрится нормально. И я бы не назвал ее крепкой, но какая-то она статная, худая в меру. Почитал про нее, к сожалению, выяснил, что после этого фильма она тоже сильно похудела. Видать, корейские стандарты. Интересно, что сама она считает, что в «Подсолнухе» выглядела не очень. А еще в одном интервью она рассказала интересную историю. Это к теме не имеет отношения, но мне хочется рассказать. В общем, снималась она, и ее партнер стал раздраженно к ней относиться, часто ругать ее. Однажды этот актер сказал ей, что они должны спать вместе, чтобы лучше играть влюбленных в фильме. А он еще и женат. Она сказала нет, и он тут же начал швырять в нее вещи, которые были под рукой. Обзывать ее, на букву «С», в общем. И сказал, что из-за нее он не может сосредоточиться и хорошо играть. Какой это был сериал и какой актер, она так и не сказала. Есть нестыковочки в ее словах, но не буду распространяться. Просто я всегда слушаю такие истории и думаю, неужели так и было. Еще она сказала, что все актеры шлют режиссерам сообщения с текстом: «Режиссер, я вас так люблю», а я никогда не шлю, потому что я их не люблю. На вопрос, запомнился ли ей кто-нибудь как хороший человек во всей ее карьере, она назвала только Ким Хе Сук, как раз ту, что играла ее мать в «Подсолнухе». По сути, после 2016 года ее карьера завершилась. Да и до этого был огромный перерыв. Она говорит, вот такая я, поэтому не сложилось. Всем рекомендую к просмотру. Жалостливый фильм. Я, как всегда, в финале плакала. На этом все. Всем пока. Пока.